Всем привет! Вы на канале iModelist, и с вами я, Виталий Новиков. И сегодня я продолжаю строить модель автомобиля УАЗ-469 в 35 масштабе от фирмы Trumpeter. В прошлый раз я остановился на корпусе машины, в основном без внутрянки. Ну, если не считать приборную панель. И еще у меня есть готовая рама с двигателем. Сейчас готовлю к покраске ручки переключения передач, раздатки, подключение переднего моста. Крашу кистью, но тут аэрографом пользоваться смысла не имеет. После полного высыхания, минут через 10, аккуратно снимаю с окрасочной подставки. Это блютак, если быть точнее. И также аккуратно устанавливаю ручки, вернее рычаги, на свои места. Решил поменять порядковые шаги инструкции и посадить корпус уже на раму. Мешать, я думаю, в дальнейшем это мне не будет, а посмотреть картину целиком очень хочется. Это самое интересное для меня. Пора заняться и креслами машины. Собираются они в одно удовольствие. И вообще, шпаклевку я не использовал еще ни разу. Ну, по крайней мере, пока. На водительском кресле и переднем пассажирском есть две фоторавленные детали для каждого. А вот кто не знает, вот эту липкую ленту не снимайте и не выкидывайте перед работой. Она позволяет не потерять деталь при откусе. Не улетит деталь, и искать не нужно будет потом долго и мучительно. Металлические детали сажаю на цианокрилатный клей. Чтобы лишний раз не мучить аэрограф с компрессором, подготовил к грунтовке еще много деталей, и диски, и колеса в том числе. Грунтовать буду черным матовым грунтом фирмы Green Stuff. Покрышки колес из стандартного набора, они резиновые, и это мне не нравится. Работать с ними нужно очень аккуратно, когда они окрашены особенно. Краска часто слезает вместе с грунтом. Ну, какие есть, такие есть.
Ну, теперь все гораздо симпатичнее, чем было. И это факт. Сутки подождал, и теперь буду красить сиденья и покрышки краской фирмы Tamiya, резина. Выбор производителя красок у меня простой. Какие есть, такими и крашу. Но есть два производителя, которыми я не крашу вообще никогда. Металлические части сидений окрашиваю кистью, черной краской. Ну, хотя, если честно, видно, разницы потом почти не будет. Но для самоуспокоения все равно крашу. Пришло время поставить кресло на место. Наполняю машину. Третий ряд. Второй. Ну и, конечно же, первый. Дошли руки до исправления ошибок с покраской двигателя. Ну, вернее, с раздаточной коробкой. Перекрашиваю в черный цвет. Диски колес крашу также в черный цвет. Собираю колеса воедино из готовых уже частей. Первым, но не самым значимым колесом ставится на место запаска. И потом по порядку, не путая передние колеса от задних, устанавливаю и остальные.
Заметьте, к мосту колеса я не приклеиваю. Просто насадил. Ну, на всякий случай. Ну и с колесами пока все. Буду заниматься окраской бачков. Омывательного и расширительного. Все в белый цвет. Первая емкость готова. На место ее. На место. Если расширительного бачка видно не будет, то вот омывательный прямо перед глазами будет, под капотом. Решил имитировать жидкость в нем. Ну, пускай она будет. Крепление бачка отсутствует, поэтому буду делать его из куска фототравления. Ну, это просто полоска. Крашу его в цвет кузова, то есть в зеленый, кто забыл. И приклеиваю на место. Теперь совсем красиво стало. Брызговики. Брызговики в наборе травленые выглядят так. Ну, не особо впечатляющие. Хотя похоже и на правду. А есть еще вот такие, также фототравленные от фирмы Микродизайн. И они мне нравятся больше. Может кому пригодится. Ошибки в инструкции. Брызговики. Изгиб в обратную сторону должен быть. И перепутанные передние и задние. Маленькие брызговики — это задние, а большие — передние. Перегибаю как надо. Грунтую. Все металлическое нужно грунтовать. И поставил на место. Правый задний специально скосил. Ну а пока делаю небольшую паузу. В итоге остались двери, со стеклом повозиться, поставить капот, тент и много-много разной мелочевки. Но это будет в заключительной части. А сейчас я с вами ненадолго попрощаюсь. Спасибо за внимание. Ваш Я Моделист и я, Виталий Новиков.